Довольно бюджетные беспроводные наушники форм-фактора вкладыши с поддержкой кодека высокой четкости LDAC, поддержкой фирменного приложения, возможностью персонализировать звучание, используя готовые предустановки. Также данная модель имеет сенсорное управление, 4 микрофона с технологией шумоподавления ENC, а прожить наушники могут 5 часов на одном заряде и 20 часов вместе с кейсом. Но как на самом деле дела обстоят у данных наушников под названием SoundPeats Air 3 Deluxe HS, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в стандартной для SoundPeats упаковке. Сама упаковка выполнена из плотного картона. На упаковке есть изображение, краткие характеристики, а также название модели. Упаковка хорошая. В комплекте мы имеем кабель для зарядки, краткое руководство, кейс и наушники. Вес кейса составляет 28 граммов, а вес одного наушника 4,1 грамма. Габариты кейса и наушников вы можете наблюдать на экране. Отмечу, что кейс довольно компактный, что является плюсом. Звуковод на наушниках с металлической сеточкой, но она довольно тонкая. В любом случае, это решение шаг вперед по сравнению с прошлыми моделями от этого бренда. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 8 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к обзору. Приобрести SoundPeats Air 3 Deluxe HS можно в черной расцветке с кейсом, который имеет матовое покрытие, в черной расцветке с кейсом, у которого глянцевое покрытие, а также в белой и розовой расцветке. Выбрать есть из чего, но я бы советовал расцветку с кейсом, у которого матовое покрытие, так как по фотографиям пользователей глянцевые кейсы быстро собирают потертости и царапины. У меня же модель в белой расцветке, зарядный кейс изготовлен из качественного матового пластика, материалы тактильно приятные и ко всему ощущаются довольно прочными. Собран кейс хорошо. Дизайн кейса аккуратный и ничем не примечательный. С другой стороны, выглядит он так же хорошо, как кейсы у более дорогих моделей других производителей, хоть эта модель далеко не новинка. В кармане кейс не мешается. Далее на корпусе расположили надпись SoundPeats, серую вставку вместе стыковки крышки основной части, кнопку сопряжения, которая легко нажимается и при нажатии издает звонкий щелчок. Также есть разъем USB Type-C и LED-индикатор состояния аккумулятора кейса. Открыть одной рукой кейс можно без каких-либо проблем, крышка в открытом состоянии фиксируется. Шарнир пластиковый, люфт у крышки полностью отсутствует, но хлопок довольно звонкий. Внутри расположили два глянцевых места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом и краткую информацию. Наушники в кейсе не гуляют, чтобы вытряхнуть их с закрытой крышкой, нужно будет приложить немало усилий. Переходим к наушникам. Изготовлены наушники из матового пластика, дизайн стандартный для SoundPeats, и выглядят наушники неплохо, а вот собраны они не столь хорошо, как хотелось бы, так как виднеются стыковочные места. Разумеется, так дела обстоят у большинства моделей, но есть наушники, у которых даже при том, что корпус не является цельной конструкцией, стыковочные швы хорошо замаскированы. Далее, посадка довольно плотная, как для вкладышей, плюс уши не устают при длительном прослушивании музыки. Если потрясти головой, то наушники не выпадут, но, конечно же, смотря тут как трясти. Советую, если вы хотите заниматься спортом, прослушивать музыку, используя эту модель, приобрести силиконовые насадки для более плотной и надежной посадки. На Али подобных насадок достаточно. Далее на корпусе расположили логотип компании, маркировку Left и Right, 4 микрофона в общей сумме, контакты для зарядки и сенсорную область. Из тапов на борту плей-пауза, переключение треков, регулировка громкости, сброс ответ вызова, вызов голосового ассистента и включение-выключение игрового режима. На одиночный тап установлена регулировка громкости, и у меня при поправлении наушников проскакивают ложные срабатывания, что, конечно, не радует. Как и то, что настроить команды возможности нет. Можно только отключить команду регулировки громкости. Управление довольно удобное, на тапы наушники откликаются хорошо, команды сопровождаются как системными звуками, так и озвучиванием женским голосом на английском языке. Летим дальше. Оснащены наушники динамическими драйверами на 14,2 мм с чипом WQ7033M. Частотный диапазон от 20 Гц до 40 тысяч Гц. Огромный плюс за то, что Air 3 Deluxe HS имеют поддержку кодека LDAC, а также стандартных двух кодеков AAC и SBC. Активного шумоподавления нет. Заряд наушников в шторке отображаются, по одному они работают и переподключение бесшовное. Air Deluxe HS автоматически подключаются после открытия крышки кейса с ранее сопряженным устройством. Анимации нет, также нет мультипоинта, но круто, что есть датчики обнаружения и срабатывают они хорошо. Плюс их можно отключить в приложении по необходимости. Далее, емкость аккумулятора кейса 300 мАч, полный цикл зарядки занимает 1 час 30 минут, беспроводной зарядки кейса не завезли. Емкость аккумулятора одного наушника 30 мАч, что, конечно же, мало. Полный цикл зарядки наушников занимает 1 час. Отыграли они по кодеку LDAC у меня на 75% громкости 3 часа 30 минут, чего лично мне достаточно, но этот результат слегка хуже среднего. С другой стороны, 4 часа они отыгрывают на 50% громкости с кодеком LDAC, а это уже прямо отлично, потому что это кодек высокой четкости, как мы помним.
использованием. Водонепроницаемость стандарта IPX4 только у наушников. Я окунул наушники на 30 секунд в проточную воду. По итогу мой экземпляр никак не пострадал, но вам я не советую намеренно топить эти наушники. Далее, для полноценного использования нужно установить приложение SoundPits. На главной странице с подключенными наушниками есть 3 основные вкладки. Это вкладка, где можно найти ползунок регулировки громкости, адаптивный эквалайзер с простой настройкой, которую я не советовал бы использовать, 9 предустановок звучания и кастомный эквалайзер. Что касается предустановок, то выбрать из них что-то да можно. Настроены они неплохо, а вот как работает кастомный эквалайзер лично мне не понравилось, но сами наушники на настройку откликаются корректно. Также в приложении можно включить-выключить игровой режим, регулировки громкости одиночным тапом и датчики автоматической паузы. Bluetooth версии 5.2, связь наушники с источником держат стабильно и хорошо. Помним, кстати, что уже 5.4 везде почти пихают. Фризов я не обнаружил, как через одну стену, так и через 2 стены. Задержка на YouTube незаметна, что можно сказать про задержку в играх с включенным игровым режимом, но только по кодеку SBC. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны отрабатывают довольно хорошо, разумеется, перегруз есть, но я ожидал худшего результата. Наушники только плохо справляются с сильным ветром. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников SoundPits R3 Deluxe HS и насколько хорошо отрабатывают микрофоны данных наушников вы слышите. Повторяюсь в миллиардный раз, что какие бы ни были, по вашему мнению, хорошие микрофоны беспроводных наушников, если это не шнурки, либо не наушники, у которых, допустим, у вас у лица микрофон, в итоге смартфон дороже $150 будет отрабатывать лучше, чем эти микрофоны. Вот так вас будут слышать собеседники. Разумеется, лучше разговаривать в помещении, потому что на улице все волшебным не будет. Звучание. Запас громкости есть. Я прослушивал музыку не выше, чем на 75%. Отмечу, что данная модель хорошо откликается на настройку звука. Ко всему, качество звука не теряется. Что касается частоты общего впечатления от звука, высокие частоты звучат выразительно. Вокал как женский, так и мужской отыгрывает данная пара приятная. Середина хорошо проработана, звук детальный и хорошо сбалансированный. Сцена шире средней, инструментал различим. Мощных низких частот, разумеется, в данной модели нет. Но в общей картине звучание с хорошей глубиной. Как по мне, данная пара отлично показала себя в плане звучания в паре с кодеком LDAC. Из минусов нет информации о заряде аккумуляторов приложений, встречаются ложные срабатывания сенсорной области, бесполезный адаптивный эквалайзер. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Да, это именно те места, на которые, если вы будете подписаны, вы будете знать, что Poco M6 Pro иногда стоит 12 тысяч, Poco X6 стоит 18, и еще очень много интересных вкусных глобалок выкатывают на российский рынок через Али. Допустим, по те же 68 тысяч продавали Xiaomi 14 в глобале, и поверьте мне, учитывая курс и то, что это новинка, это прям вау. Резюмирую, SoundPits R3 Deluxe HS отличные вкладыши, учитывая стоимость. Я бы сказал, что они топовые с учетом того, как они воспроизводят звук по коду LDAC. От меня девайсу однозначное да. Подписывайтесь на канал с колоколом. Огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.